Здравствуйте, у нас в гостях сегодня Сэнди Сандерс. Он представляет международную группу адвокатов по делу Ходорковского. И он имел честь посетить суд, который проходит в Москве по второму делу. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями о том, что он увидел, и рассказать о том, как сейчас это дело рассматривается уже в международном контексте, потому что дело дошло до приглашения международных экспертов. Я рад возможности быть здесь. Вы уже имеете таким образом довольно богатый опыт общения по данному делу с представителями российского следствия и правосудия. Но тем не менее, вот не могу не задать вопрос. Вы посетили суд, и что вам бросилось в глаза в данном конкретном процессе, как человек, который, в общем, больше привык к западной модели правосудия? Первое, что хотел бы сказать, это то, что на меня огромное впечатление произвела работа адвоката с российской стороны, но нет никакого сравнения в этой связи с тем, какие приходится преодолевать барьеры и препоны тем, кто берется за защиту людей, оказывающихся в аналогичном положении здесь, в России. А в России существует масса процедурных кодексов, масса правил, положений, которые прописывают права и предусматривают права обвиняемых и подсудимых, в данном случае господина Ходорковского и господина Лебедева. Но при этом в ходе этого суда я видел, как постоянно и открыто, я бы сказал, неприкрыто осуществляются манипуляции этой системой, манипуляции, целью которых имеет не дать возможности подсудимым воспользоваться этими правами. Судья Морщикова, говоря о значении слова «коррупция» применительно к России, говорила, что это не то, что подразумевается по словам «коррупция» в английском языке, в частности в США, где под коррупцией обычно понимают взятку. Коррупция здесь приобретает совсем другие оттенки, поскольку речь идет о коррупции применительно к принципу верховенства права, в результате чего система правосудия перестает быть независимой, а становится ничем иным, как продолжением одной из ветвей власти, а именно исполнительной власти. Какие еще процессуальные особенности, непривычные вам, как человеку, привыкшему работать с западной системой правосудия, бросились вам в глаза в Хамовническом суде? Обвиняемые сидят в клетке и не имеют даже толком возможности общаться с собственными адвокатами. И это принципиально отличается от того, что мы видим в США. И кроме того, это изначально создает впечатление, что обвиняемые уже виновны, как бы заведомо, и суд над ними — это не более чем простая формальность. Есть и отличия по существу, отличия, которые бросаются в глаза и остаются в памяти. Например, когда защита пытается делать ходатайства, против которых возражает прокуратура, возникает удивление. И тем не менее ходатайства защиты отвергаются на основе таких аргументов. И, в общем, начинаешь понимать, что, сравнивая первый процесс со вторым, приходится признать, что, хотя сейчас в рамках второго процесса делаются усилия, и, в общем, весьма заметные усилия, в какой-то степени придерживаться процедуры и соблюдать определенные правила, результат процесса на самом деле предрешен. И в качестве примера я могу привести то, что произошло, например, с присутствием в суде западного специалиста, которого зовут Вес Хон, специалиста в области нефтегазовой отрасли, и подготовленного им доклада, в котором он подробно рассказывал о том, как под руководством Михаила Борисовича Ходорковского ЮКОС превращался и превратился в образцовую международную вертикально интегрированную нефтегазовую компанию. В этом своем докладе он, то есть специалист, продемонстрировал, что ЮКОС оставил позади компании-аналоги российские, что еще в 2003 году ЮКОС сделал то, что Лукойл только собирался впоследствии в 2005-2006
годах делать. И то же самое, что делают западные вертикально интегрированные нефтегазовые компании, крупнейшие, которые в их числе British Petroleum, Shell, Texaco, и те же самые практики они используют, и те же цели преследуют. И в частности, в докладе было очень подробно описано и развеяно по существу то, на чем построена значительная часть обвинения, которое, как известно, обвиняет господ Ходорковского и Лебедева в том, что дочерние предприятия, входящие в структуру ЮКОСа, добывающие дочерние предприятия, не имели возможности получать экспортную цену нефти. И когда ЮКОС расплачивался со своими добывающими дочерними предприятиями, то расплачивался по более низким ценам, чем экспортные. Как раз вот в отчете, в докладе господина Хона и доказано, что это невозможно, и что ни в одной вертикально интегрированной компании добывающие предприятия не получают ту цену, по которой потом компания продает, будь то на внутреннем рынке, будь то на внешнем, нефть, в силу большого количества различных расходов, которые компания должна нести от нефти, полученной на устье скважины, до момента, когда она продается. И что во всех нефтяных интегрированных компаниях добывающие дочерние предприятия продают нефть не на экспорт, а внутренним же, то есть входящим в саму вертикально интегрированную нефтяную компанию, компаниям по переработке или по маркетингу из быту. И в противном случае было бы невозможна работа всей компании. И вот все это не было допущено в качестве материалов дела и не было приобщено к делу. Надо ли понимать это так, что теперь нет шансов у защиты приобщить этот доклад к делу? Маловероятно, что удастся это сделать. Две уже были попытки предприняты. Первая попытка была отвергнута судом на том удивительном основании, что доклад этот подготовлен за пределами Российской Федерации. Обвинение, в частности, сказало, что защита должна была для получения содействия от зарубежных специалистов, таких как господин Хон, обращаться по каналам, по которым подаются просьбы о предоставлении так называемой взаимной правовой помощи, что является нонсенсом, поскольку обращаться о предоставлении взаимной правовой помощи к физическим лицам невозможно. Обращаться можно только к соответствующим органам в зарубежных странах.